Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события недели с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И сегодня у нас будут две колоды: Оракул Ленорман и колода Таро Висконти Сфорца. Вот давайте на Ленорман узнаем. Это Оракул. И пусть он нам подскажет, может быть, основное направление или что будет наиболее актуально, может быть, на неделю, или еще какую-то подсказку даст. А потом мы раскроем на Таро. Что ждет близнецов? Что будет важно? Чему уделить внимание? Что наиболее актуально? Ух ты, дом. Прекрасная, кстати, карта, знаете, надежности, уверенности. Безусловно, это и место моего проживания. Это возможные вопросы о переезде. Или вы будете решать, может быть, что-то с документами оформлять. Это нам не говорит, что мы дома сидим только. Нет, конечно. Это все то, что касается вопросы. Первое, значит, как сами стены, будем говорить, да, то есть буквально недвижимость и все, что с ней связано, в любых абсолютно вариантах. Это также нам еще и говорит о домочадцах. Это вопросы взаимоотношений могут быть, взаимоотношения с нашими родными, где-то близкими людьми. Это могут быть вопросы и финансовые тоже, потому что дом — это имеется в виду какая-то стабильность, порядок, это какой-то уклад. Нас словно дом, как цитадель, охраняет. Может быть, вас, мои дорогие близнецы, словно высшие силы, вы под охраной будете находиться. Вот такое тоже может проходить по этой карте. Это, знаете, есть еще люди, на которых мы можем опереться. В хорошем смысле. Там, где мы можем и душевную поддержку какую-то получить, где нас воспринимают такими, какими мы есть на самом деле. Нас не пытаются переделать, воспитывать. То есть вот с этого значения душевного тепла тоже по этой карте проходит. В целом, наверное, все вопросы, которые касаются нашего благополучия, может, кстати, проходить и работа, особенно теперь, потому что удаленная работа, или если вы в сфере IT. У нас сейчас время транзита Лилит или Черной Луны в соединении с Венерой. И поэтому разного рода случайности могут быть в нашей жизни. Так, есть и еще момент, когда психологически мы можем находиться в сложном состоянии. Кому интересно, можете перейти во вкладку «Сообщество». Я оставила ссылку на свой сайт, прочитать, как в той или иной сфере проигрывается вот этот именно транзит. Нужно быть очень внимательному, как и к себе, к самому, так и где-то к эмоциональному фону. Вот это будет в первую очередь важно. И даже если сам транзит у нас 28 июня обозначен, но это дни раньше и дни позже, и это приходится учитывать. Но наиболее важный транзит — это тоже будет черная луна. Я в последующем сделаю видео, сделаю статью подробную. Вот там действительно наиболее такой серьезный период, как и для взаимоотношений любых, и деловых в том числе, и личных, так и по финансам. Это с 19 числа, когда у нас Солнце войдет в знак Льва, в свою обитель, по сути дела. И, казалось бы, великолепный период для всех нас. Но присоединяется Лилит или Черная Луна, и здесь тоже может пойти что-то не так. Ну, пока не будем загадывать, давайте будем смотреть. Ну, предупредить должна, поэтому, кому интересно, переходите на мой сайт, смотрите видео, и какие-то подсказки, я надеюсь, вам будут. Итак, что важно знать, по мнению карт? На неделю чего не избежать? Или что нам будет какая-то неожиданность? Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем три карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, как видят карты, финансы и личная жизнь. Итак, что важно знать по мнению карт? Колесо фортуны.
Колесо фортуны 50 на 50. Тут как повезет. С одной стороны, это правда, может быть какой-то счастливый случай или какое-то предложение, сообщение, может быть какой-то вопрос вы не могли решить долгое время, а здесь сложится удачно обстоятельства, так что вы как раз в чем-то подведете итог, черту демаркационную, может быть так. У кого-то ведь могут быть длительно тянущиеся какие-то споры, к примеру, да, по поводу жилья или еще какие-то имущественные вопросы. Но, с другой стороны, это рулетка, по сути дела. Это, знаете, когда мы играем вслепую, поэтому вслепую играть нельзя. Но, с другой стороны, карта нам говорит, пока мы в каком-то деле не проучаствуем, мы не будем знать, нужно нам двигаться в этом направлении или нет. Это может быть что-то как и по-крупному, так и мелкий какой-то эпизод в течение недели. Но, наверное, нужно помнить, соответственно, и карта у нас такая, Таро Висконти Сфорца, очень такая, знаете, колода, которая приближена максимально к нашей жизни. Недаром начиналась она как игральные карты, просто играли. Так вот, мудрец изображен на карте, который проползает под этим колесом. Возможно, нам тоже придется ретироваться, выйти из какого-то дела. К этому надо быть готовому. Ну, буквально, может быть, по-английски уйти. А может быть, это и будет что-то со знаком плюс. Вы умеете быть очень рациональными, мои дорогие близнецы. Это ваш большой, как и плюс, и, ну, природа вас этим одарила. И в то же время хладнокровно ценить обстановку. Видимо, вот эти природные данные, качества на этой неделе будут особенно для вас самих лично актуальны. Как и сделать что-то для себя в плюс, так и где-то не совершить оплошность. Вот если что, важно знать, скучать будет некогда. Может быть, у кого-то это как, знаете, одно какое-то событие, а у кого-то по колесу фортуны может закружиться, как это колесо, как американские горки. И здесь, наверное, кому как повезет. Ну, давайте будем смотреть, чего не избежать. Ну, я бы сказала, больше удачи. Смотрите, еще второй аркан старший выпадает. Тут, мои дорогие, сама Вселенная включается в вопросы вашей личной, буквально, может быть, жизни, хотя у кого-то это проигрывается именно вопросы, может быть, связаны с недвижимостью, повторяюсь, потому что карта влюбленный старший аркан, это есть еще какой-то выбор. Может быть, кто-то меняет, покупка-продажа, и вы будете выбирать. Почему нет? А у кого-то из вас это вопросы, которые связаны, может быть, с вашим любимым человеком или с вашим супругом, супругой. И здесь может быть не обязательно про любовь. Кстати, нам про любовь пока не сказали. Тут скорее, если есть какие-то отношения, то с учетом карты дом, это, знаете, вот то, что я перечисляла, как тепло домашнего очага, душевное тепло, взаимопонимание, искренность, вот какие-то надежные чувства, которые нам в целом придают уверенность. Поэтому, может быть, какая-то ситуация и у партнера сложилась, когда вы вместе будете решать какой-то вопрос или делать выбор. Ну а кто-то будет выбирать жилье. Или это может проиграться, может быть, по вашей работе какой-то выбор тоже. И, к примеру, вы меняете работу, и вам нужно будет сменить жилье, то есть буквально релокация офиса, куда-то уехать, именно по вопросам работы, может быть своей, а может быть вашего супруга или супруги. У него что-то меняется, и вы вынуждены где-то следовать за ним. Может быть и такая ситуация. Есть, безусловно, взаимодействие в паре, то есть это для тех, у кого пара есть, будем говорить, или те, кто семейные, или есть какой-то выбор лично для вас, даже для тех, кто один или одна. У каждого это будет проигрываться по-своему, потому что, видимо, обстановка с учетом, опять же, карты колесо фортуны, это какие-то внезапные перемены, изменения. Может быть, нам придется быстро принимать какое-то решение, так и быстро оформлять какие-то документы. Вполне вероятно. Все три карты об этом говорят. Тут и как, что важно знать, как и чего не избежать. И, собственно говоря, посмотрите, карта дом выпала, и я озвучила, что это означает по карте. И вот нам, пожалуйста, тут продолжение следует, правда? Чему сейчас не время? Или что нам может помешать?
знаете, думать о том, что как-то ситуация разберется сама. Или вот-вот закончится. Ну, у кого что. У кого-то оформление документов, можете думать, что вот-вот мне там пообещали, и вот прямо завтра там я пойду и все оформлю. А тут как раз, знаете, с одной-то стороны, ведь это очень добрая карта, 20-й старший аркан, страшный суд. С одной стороны, она говорит о том, что нет ничего такого, чему бы сейчас не было времени, или что бы нам помешало. Это, опять же, третий старший аркан, и здесь мы просто проходим какой-то кармический урок, вот как раз по этой Лилит или Черной Луне. Вот те кармические уроки мы сейчас словно должны завершить, сдать своеобразный экзамен. Что такое кармический урок? Это не я придумала, но я вам скажу конкретно, что я понимаю. Это какая-то ситуация в вашей жизни, которая, может быть, повторялась несколько раз. Это такое своеобразное дежавю, когда, может быть, и вам уже казалось, я хожу по кругу. Или какая-то проблема, вопрос, я пытаюсь снова и снова решить, и меня как будто отбрасывает на 3 шага дальше от того места, где я прежде находился. То есть я прикладываю усилия, но в результате эффекта никакого. И вот мы какой-то вот этот застарелый вопрос или проблему как будто должны решить. И высшие силы буквально помогают. И кармический или судьбоносный урок, тут как будто по судьбе какая-то у вас ситуация, мои дорогие близнецы. Вот, но в каких-то небесных скрижалях написано, может быть, в расписании вашей жизни, если таковое, где-то наверху, в канцелярии существует, но вот чего-то мы действительно не могли избежать. Но, повторюсь, добрая карта избавления от боли, избавления от страданий. Поэтому, в принципе, вы завершите что-то. Вы останетесь с собой довольны. Но если мы говорим, ну вот уже так придираясь к этой карте, чему сейчас не время, вопрос-то я такой задавала, то вот думать, что оно вот-вот где-то закончится. Вот не закончится, наверное, на этой неделе. Потому что старший аркан, он где-то, и эти-то, кстати, тоже, скорее всего, не в разрезе одной недели. Тут что-то закрутиться может, как вот это колесо. И придут в движение, как, знаете, невидимые механизмы, когда мы начнем осуществлять, что-то оформлять, что-то решать. Но это тот процесс, который не в пару дней. Это точно. Но вы будете более чем довольны результатом. И чтобы вы тут как бы в свете тех событий, которые я уже обрисовала, вы останетесь действительно довольны. Ведь это, по сути дела, карта, которая ведет к нашему возрождению, к счастью. А что нам помогает? И еще четвертый аркан. С одной стороны, когда мы действуем по закону, с другой стороны, когда мы признаем не только закон, но вот и тех людей, которые непосредственно за соблюдение закона отвечают. То есть мы признаем какую-то иерархию. Когда мы рассчитываем сами на себя, ведь это ваша энергетика может быть, потому что очень часто, когда вот что нам помогает, выпадает именно император, это когда мы надеемся сами на себя. Но, надо сказать, и Вселенная вам дает очень много сил и много возможностей для того, чтобы вы с чем-то тут как завершили, что-то решили и, знаете, удвоили словно свою силу. Император, он в себе не сомневается. И поэтому, если вы где-то мешкаете или есть у вас, ну, может быть, какая-то задняя мысль, а вдруг не получится, или а вдруг это будет как-то сложно, не сомневайтесь. Единственный момент, мы должны предвидеть на пару шагов вперед. Вот оно, это колесо. И быть готовыми к тому, что не будет стабильной ситуации вокруг нас. Император знает, что обстоятельства всегда меняются, но он не меняет свою цель, он корректирует планы. И вот если что нам помогает, абсолютная вера в свои собственные силы, так вот и как этот император, мы не меняем цель, мы просто корректируем планы в зависимости от той ситуации, которая у нас складывается. Ну, вам придется быть императорами. Ну, где-то, как знаете, командовать парадом будете вы, мои дорогие близнецы. 4 старших аркана. Что-то очень серьезное начинается на этой неделе.
Но, безусловно, это может каким-то образом, у каждого ведь по-своему, может быть, это где-то начинается с каких-то перемен в вашем доме, в вашей семье, в вашей паре, с вашими близкими. И здесь у каждого начало или обстоятельства, у каждого свои, здесь будет у каждого свой нюанс. Хорошо, дела, работа, бизнес. Деньги будут. Нас снова возвращают к карте дом. Десятка пентаклей – это не только про деньги, хотя да, про деньги можно не переживать. Мы тут как раз решим, может быть, с учетом того, что с помощью, точнее, денег, какие-то вопросы, либо мы со всеми договоримся. Это и наш надежный дом, как цитадель, как пристанище, как то место нашего комфорта. Это то место, где мы можем расслабиться, не суетиться и отдохнуть полноценно. Это тоже важно. И это наши любимые. И вообще, вы знаете, дома вы будете себя чувствовать комфортно. И вам захочется еще больше как бы привнести как и комфорта, как и уюта, так и тепла, так и взаимопонимания. Словно вот эти энергии, они у вас идут, близнецы, по нарастающей. И финансовые возможности, кстати, тоже растут, соответственно, вот со всем тем, что я уже перечисляла. Благополучное время, но холодный расчет. Император не может ошибиться. Значит, есть на повестке дня что-то, что вы должны, вы умеете быть где-то жестко хладнокровными. Вот возьмите себе это. Это не значит, что мы ругаемся со всеми. Нет, это только значит, что при принятии важных решений мы должны полностью исключить все эмоции. Вот так рационально видеть только ситуацию. И у нас получится абсолютно все решить, да и высшие силы помогают. Тут и документы можно оформить, тут да практически все. И 10, посмотрите, это тоже своего рода итог. Вот здесь у нас 20-й старший аркан выпадает, которым мы более чем остаемся довольными. Но повторюсь, не в разрезе пару дней. Это будет какое-то продолжение дальше. И на деньги. Вот смотрите, у нас получается восьмерка мечей. Это карта собственных страхов. Нам сказали, деньги будут. Нам тут уже несколько раз об этом сказали. По карте император, ведь император-то тоже без денег нищий не бывает. Поэтому подразумевается, что финансовая стабильность и крепкое положение у вас есть. А с учетом десятки пентаклей дважды. Почему я и сказала в рост. Единственное, что нам может помешать. Наши сомнения. Вот я как раз это уже озвучила. Поэтому никаких эмоций. Только там, где наши любимые люди. Для отдыха, для релакса, для комфорта, для уюта. И все. Там, где дела, какая-то четкость, ну и все остальное, что там будет по ситуации у вас требоваться. И личную жизнь мы откроем. Знаете, у кого-то может быть так какие-то проблемы либо у родственников, может быть далеких, или есть еще какая-то ситуация, которую вы тоже можете словно завершить. Тройка мечей – это та была, может быть, в прошлом ситуация, которая нас больно ранила. И здесь с учетом того, что что-то завершается, у кого-то завершается, ну правда, ведь меня смотрят разные люди, у кого-то дела в суде или какие-то выяснения, подведение итогов, или иногда это есть какое-то разочарование или помеха, которую мы хотим устранить. Нам, в принципе, все, посмотрите, старшие арканы уже сказали, насколько продуктивно будет эта неделя. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.